У меня же отец массажист был. О, Да, круто. да, поэтому массаж я знаю лет с 10, Мгм. с 7. Ну, вот это вот уже больше оздоровительная техника, которую сейчас применяют. Я обычно так не прибегаю прям с первого сеанса с незнакомым человеком. Но в вашем случае, я думаю, что тем более у вас показания хорошие, я думаю, что это допустимо. Не, мне кажется, наоборот, хорошо будет. Да-да-да. Я уже вижу, что... Знаете, мне кажется, это вот кто не ходит совсем, Мгм. для них, конечно, это прям стресс. Мышцы будут на следующий день болеть, все Мгм. тело будет болеть. Так, ну и сейчас здесь еще поработаем точно. Не больно? Приятная боль. Приятная боль, да? Вот. Это хорошо. Да, вот тут вот прям ой, мураши аж до кончика пальца. Мгм. Говорю, прям как будто натянутая струна вот Да. прям в шею уходит. В шею, в голову, ау. Вот это что такое? Знаете, что охота? Охота прям... Я раньше этим баловался. Не то, что баловался, я прям профессионально этим занимался. Хрустели, да? Да. Я сейчас оставил для себя грудную часть позвоночника. И иногда делаю скрутки на грудную часть именно позвоночника, и иногда делаю скрутки на поясницу. Ну, с хрустом имеется в виду. Да, да. Вот здесь это даже врачи Не не рекомендуют, потому что это очень опасно. Тут очень близко расположены нервы, сосуды. Мне, кстати, знаете, один раз атлант вправляли. Мгм. Короче, там подружка разрекламировала. Мгм. Разрекламировала мужчину. Мгм. О, боже, как дергает. Мне вообще это направление, эта идея очень нравится. Она мне по душе. Я знаю, что... Атлант? Нет, я имею в виду вообще мануальная терапия. А. Мануальное воздействие именно на костную структуру. Угу. Я знаю, что я бы там очень хорошо развился бы, Угу. но, понимаете, первое правило – это же не навреди. Ну да. А даже если ты сертифицированный медик с профилем именно с таким, да, Угу. ты можешь запросто просто человека сделать инвалидом, покалечить. Очень, очень легко. Я вообще поражаюсь. Ну, раньше мозгов было меньше у меня, да? Угу. Я, может быть, именно поэтому и занимался. Но потом, когда я начал глубже копать в эту тему, я понял, что нет, я такого не хочу. Я, во-первых, не хочу быть тем человеком, который это сделал. А во-вторых, не хочу, чтобы человек пострадал. Поэтому для себя я оставил безопасные вот эти места. Это грудной отдел. Поясничка уже сложнее, потому что там тоже есть... ну, это такой регион в целом, он отвечает еще и за низ тела. Ну да. За ноги. Там много чего. Да. Короче, пригласила мужчину. На тот момент один сеанс стоил 25 тысяч. Угу. Ну ладно. А у меня болела голова. Ну просто страшно. Каждый день я просыпалась, головная боль. Угу. Просто невероятная. И ничего не помогало. Ну, как таблетки там помогали, но я не люблю таблетки, поэтому, короче, я просто терпела. Вот, правильный подход. Иногда. Ну, я таблетки вообще не пью. У нас травки, там,
Я думаю, что таблетки это больше в крайнем случае, когда прям Да. совсем что-то Поддерживаю. невыносимо. Там, не знаю, тебя, грубо говоря, разрезали, и ты просто там боль перетерпеть не можешь, тогда и там какой-нибудь спазмолгон, канал. Вот, а так я против, так сказать, старые методы, да, лечения использую. Вот. В общем, пригласила его, значит, 25 тысяч, а это, я не помню, сколько лет назад. Это много было. Это много было, если не помните, сколько лет Да, назад. это много было. Вот. В общем, он пришел, 2 палочки мне на шею надавил, сказал, поверни вправо, поверни влево, вверх, вниз. Сказал, все готово. То есть это была буквально, ну, там, 1 минута. Минутная. Я говорю, что все? И, представляете, он ушел, я думаю, вот шарлатан, 25 штук за 5 минут. Думаю, разве так можно? Ты бы хотя бы там для видео, я не знаю, поколдовал бы над головой, не знаю, хрустнул бы там шею, что ли. Но представляете, я только через неделю поняла, что у меня перестала болеть голова. То есть, как бы, оно же не сразу приходит. Как бы, я проснулась, но у меня все хорошо. Отсроченный эффект. Да, и я такая думаю, а ведь не шарлатан, а хоть и 25 штук забрал, но голова болеть-то перестала. То есть прям эта проблема вообще решилась. Я думаю, ну ладно, черт с тобой, живи. Так что вот какой у меня опыт, представляете? Да. И кинезиологи, и мануалисты, и массажисты. Ну, кстати говоря, по вашему поводу я вообще не сомневался. И знаете, люди, вот они настолько зашоренные, да, они боятся как-то себя проявить, боятся что-то высказать, да. Вот мне нравится ваш подход. Вы за любой кипиш, ну, в пределах разумного, да. Вот, то, что нужно, ну, знаете, у меня еще такой момент был. Мой младший сын, когда пошел после садика в 1 класс, у него через 2 месяца случилось напряжение шеи. То есть, и вот в советское время, по своему детству я служу, у нас вообще такого не было. Мы же были подвижны, мы же не сидели с гаджетами, с наклоненной вперед вечно головой. Да. И у нас вот эти проявления остеохондроза, они проявлялись где-то там после института, скорее всего. Уже когда ты там на работу выходил, где-то сидел. А тут в 1 классе проходит 1-я четверть, и у сына начинает болеть шея и спина. Я его, значит, сразу на курс. А вы тогда еще массажем не занимались? Нет, я же давно уже занимаюсь. Угу. Да. А сын сейчас, ему 15 лет. Угу. Ну, то есть где-то вот примерно вот так и получается. И я тогда начал думать, если у моего сына такое, значит у остальных детей аналогичное. Я пишу в родительский чат. Родители говорят, до обеда у меня есть время. После уроков приводите 2 детей ко мне. А мы рядом со школой прям жили. Прямо во дворе школы. И что вы думаете? Вот что вы думаете по этому поводу? Что, никто не пошел? Вообще никто не пошел. Даже никто не... Нафиг это никому не нужно. Даже на своих детей, понимаете? Ну, это, наверное, нужно тогда, когда уже совсем все не очень. Вот такой у нас в целом подход. Здесь у нас очень коротенькие мышцы, знаете, да? Которые с основания затылка, и они тоже практически всегда очень напряженные. Ну, я так себе часто массирую, когда голова. Правильно делаете. Там 2 ямочки есть. Ну, вот здесь. Да, вот эти места. Они вот прям начинаете, вот это расстояние,
Вот его надо все массировать. Вот здесь особенно вот. Вот вам не кажется, что с правой стороны у меня вот эта часть все равно как будто больше, что ли? Здесь? Больше, да. Или это мне просто так... Нет, не кажется. У вас и с правой стороны, и в принципе мышечная структура больше выделяется, чем с левой стороны. Я просто думаю, почему у меня так тянет, это даже давно уже. Я не могу с этой проблемой разобраться. Не могу доковырять вообще, откуда это. Все настолько сложно, однозначно сказать нельзя, потому что, если кто-то однозначно будет говорить, это скорее всего, что человек видит проблему однобоко. Тут, если вы, допустим, ходили к кинезиологу, Да. Тут с этой точки зрения проблемы. Потом, если мы в целом берем развитие организма, там правша, левша, да, это тоже влияет. Потом мы берем с точки зрения вообще физиологии, анатомии, у нас где-то есть, значит, спазмы, зажимы, где-то есть нарушение осей, будем так говорить, Да. таза, плеч и так далее. Поэтому это всегда комплексно и таких специалистов на вес золота, мне кажется. Ну да. Так. Мне кажется, уже получше, да, стало? Да. Вы замечаете сами, да? Да, конечно. Да. Отклики организма, они у всех же разные. И примерно всегда понятно, кто работает, кто нет над этим. Так. Если хотите, я могу здесь легкую мануалочку сделать. Сделайте. Хорошо. Будем на вдохе-выдохе, хорошо? Да. Я в курсе. Я продвинутый пользователь. Сейчас, минутку. Просто пока подышим свободно. Просто свободно дышим, не акцентировано, ничего. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Резко не выдыхаем. Вдох. Выдох. Вдох. Сейчас. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Нет, хорошо в целом. Когда вы делали последний раз молок? Вам? Давно не делала. Давно не делали? Неплохо, я вам скажу. Прям лучше, чем У многих. по больнице, да? Так.
Есть чуть-чуть искривление. Вот здесь вот, да? В грудном, да. Угу. Так. Я любитель посидеть на Угу. один бок. Чуть-чуть есть колес. Так. Грудной отдел мы вам хорошо отработали. Так, теперь лопаточки посмотрим. Не, Давайте. локти не напрягаем. Угу. Локти опускаем правильно. Свободно. Так, верхняя часть зажатая. Угу. Там все сжато. Угу. Не двигается. Угу. Так, теперь сюда. Я сам не помогаю. Я сам. Локоточек расслабляем, плечо расслабили. Так, не помогаем, я сам поднимаю. Сам добираюсь, сам поднимаю. Угу. Не больно так? Ну, дергает, да, назовем это так. Угу. Не отдает никуда? Нет, не отдает, но, блин, или отдает, не знаю, ну-ка сейчас. Вот смотрите, вот давайте сейчас вот это конкретное место. Вот здесь. Нет, не отдает, но, короче, там есть что-то. В шею, наверное, тянет. В шею? Вот, это верх лопатки как раз таки приклеился к шее, проще говоря. В смысле, как вот вы объясняли, что мышца, две мышцы без влаги. Нет, не все, это в целом напряжение. Я вам объяснял по поводу хруста. Это когда фасции хрустят или сами суставы. Может, поэтому у меня и натянутая струна такая, тянет шею. Ну, вот видите, сейчас появилось, когда вот такую ротацию добавляем, вот такое движение, сразу начинает лопатка отлипать. То есть вот эта зажатость трапеции, она дает вот этот спазм верхнего отдела, верхнего угла лопатки. Когда мы делаем именно ротационные движения в плече, тогда лопатка более-менее открывается. Так, давайте мы сейчас, я сам делаю, не помогаем. Здесь больно? Нет. Здесь? Мне нигде не больно. Мне везде очень-очень. Где-то чуть больше дергает просто. А так везде классно. Так, надо отработать еще вот здесь. Уже в шее дергает. Вы видите, вот этот регион, почему и делают шейно-воротниковую зону? Он именно отвечает за, грубо говоря, вот этот отдел весь, понимаете? Но я всегда против того, как это притворяется в жизни. То есть вот в профилакториях, в санаториях, в процедурных кабинетах. Там, если тебе назначили шейно-воротниковую, там тебе и сделают вот шейно-воротниковую. Мне
касаясь лопаты. Да. Ну, то есть, вот это же все уже надо прорабатывать. Ну, видите, у вас направление немножко другое, у вас направление вылечить, Ну да, лечебно-оздоровительно. а у других людей деньги заработать. Да, вы правы. Это хорошо, что вы об этом понимаете. Типа мы здесь не доделаем, а потом придется этой проблемой отойти. Угу. Здесь? Здесь не больно, но говорю, у меня вот тут вот прям охота, чтобы там прям... Угу. Так. Не помогаем, расслабляем. Нам нужна расслабленная лопаточка. А упражнения какие-нибудь? Да, есть упражнения на раскрытие лопатки. Кошка-собака – это самое элементарное. Это то, что вам дает изгиб позвоночника. Угу. Во многих случаях у нас достаточно сделать вот это, расслабить позвоночник, чтобы у нас расслабились лопатки. Потому что если здесь в спазме, это, соответственно, вот эту всю структуру тоже подтягивает, зажимает. Потом расслабление грудных мышц. Если у вас плечи вперед ушли, да. соответственно, ну вот у вас есть вот этот Да. чуть-чуть. Угу. Соответственно, проработка мышц спины и расслабление грудных мышц. Да. Так, сейчас подтянем чуть-чуть. Расслабляем ручку. Вот, молодец. Вот. Лопаточка наша. Не больно? Кайф. Кайф, да? Угу. Обычно людям больно. Почему все массажисты спрашивают, не больно? Это протокол. Понятно. Поняли, да? Как себя человек чувствует, Да. То есть надо всегда об этом спрашивать. Мало ли то, что ты делаешь правильно, мало ли то, что делаешь неправильно. Ты всегда должен ориентироваться тут же на самочувствие. Еще, наверное, чувствительность у всех разная, да? Да. Кому-то, извини, там, чуть-чуть дотронулся, а он уже пищит. Угу. У меня был один период, я его никогда не забуду. Две бабушки, 87 лет, причем так совпало, прям одного возраста. Одна бодренькая. Ваши бабушки? Не, пациентки. Одна бодренькая, другая неходячая. У бодренькой я работал с суставами, ей именно нужен был суставной массаж. Там он, знаете, он такого характера, у нас около сустава уже места прикреплений, мышц к сухожилиям, к связкам. И вот именно вот эти, у пожилых людей, у них же иссыхание же. И им очень нравится, когда им именно связки массажируют. Вот. И это вот, как вы говорите, больно, но приятно. Вот. И вот две бабушки. Одна неходячая, ее надо было там крутить, вертеть. Ну, то есть она только лежала. Потом вот эта бабушка, это такая бодренькая. Неходячая, это у нее атрофированная чутка мышцы. У нее слово вылетело из головы. Ну, медицинский диагноз. Что-то вроде атрофированного. С мозгом. Как же? Короче, она лежачая. Она лежачая. Хотел быстро сказать. Ничего.
И это. Ага. Потом на тот момент 115 килограмм было в человеке, штангист, тяжелой атлетикой занимался. Угу. У него там проблема была, он после тренировки пошел в баню, и в баню упал на крестец, и у него там смещение было. Угу. То есть это был настолько трудный физически. Ну, потому что пока до мышц там доберешься, да, через Да. вот эти вот килограммы. Да, там вот еще эта и вот мышцы, бабушка наверное. особенно, и вот этот парень Угу. дали про пыхтеть, будем так говорить. Мне кажется, спортсменам вообще тяжело мяч. Нет, Нет? нет. Мне кажется, у них такие костяные мышцы, это фиг, это... Вот, кстати, недавно у меня был фитнес-тренер, Угу. у него кифоз, у кифоза есть две степени. Ну, обе имеют место быть. В одной классификации это до 3-й степени, а в другой до 4-й степени. Угу. Вот у него была 3-я или 4-я степень. Ну, то есть, не была, а есть. Угу. Самая последняя. То есть, кифоз грудного отдела. Кифоз это что у нас? И Это, вот эти мышцы сюда, да? да, выпячивание позвонка наружу, грудного. Угу. Лордоз это когда внутрь. Да, когда вот эта спина Да, прогнута, да. а кифоз это прям вот так Когда сюда. наружу не помогает. Вот. И он фитнес-тренер, он тренированный, но я с ним проработал, у него вот был черепаший панцирь. Угу. Я с ним проработал вообще даже не в оздоровительной, а вообще в общей технике. И у него после первого сеанса, ну, с ним по-другому нельзя было работать, потому что он гипертоник. И с гипертониками в силовом варианте надо работать, если ты уже знаешь реакции этого человека. Если ты уже продолжительно работаешь, то тогда можно. А этот человек ко мне пришел первый раз, я его, естественно, не знаю, я с ним проработал в легкой вообще технике, не помогаем. И ему этого хватило, у него прям зажатость. О, вот эта лопатка лучше намного. Здесь прям нету такого явного прирастания. Вы сами ощущаете это, нет? Да, я чувствую. Знаете, да? Угу. Так вот, по поводу... Это, кстати, лопатка больше в руку отдает. Угу. В руку, да? В какую именно часть? Сюда? В эту, да. Угу. Вот, и по поводу того, что работать тяжело со спортсменами, нет, не всегда так говорит. Работать тяжело даже с худыми бывает. Мышцы настолько атрофированы, настолько в них нет жизни, что бывает тяжело. Поняли, да, вот это? То, что жизни нет. Я поняла. Угу. Иногда бывает приятно мять человека, да, грубо говоря, у него податливые мышцы, да, а у кого-то схватиться там незачем. Как кости, да, наверное, так? Ну, на вашем языке это так звучит. На нашем языке приятно, неприятно нету. Ну, да. Ну, то есть, вы неприятно. правы, да, вы правы, Как это по-вашему. объяснить? Легче, проще, да? То ли ты по костям гладишь и пытаешься их хоть чуть-чуть размять. Будем так говорить. Вот, я теперь понял ваше сравнение. Ты гладишь по мышцам, но как будто по костям. Да. Угу, я понял. Да, примерно так. Ты пытаешься эту мышцу взять, Реанимировать. а она не берется, потому что она настолько плотная. У меня у мамы, я когда ей делаю... Не больно? Угу. Так. Когда вы маме делали? Вот, когда маме делаю массаж, вот у нее так. Вы делаете сами массаж, да? Ну, так.
Ага, хорошо. Больше, Не, это хорошо, чем ничего. больше поглаживания.